check the mic and make sure it sound right, boys. Привет, вы на канале Ассортимент, и сегодня хочу с вами поговорить о моем увлечении рыбалка, а вернее раскрыть секрет, или точнее свое изобретение, очень уловистую снасть, на которую я уже давно рыбачу и ловлю очень много рыбы. Сейчас я покажу вам, как ее делать. Если вы захотите, вы можете себе ее сделать сами. Итак, что для этого нам надо? Для этого нам надо фидерная кормушка, фидерный отвод, вертушки, бусинки, мононит, тонкий толстый ниппель, нарезанный по 1,5 сантиметра, одно колечко, плюс клей, спички, ножницы, конечно же. Еще один из главных прикольчиков — это простой поролон. Сделан вот так. Потом расскажу, для чего он. Ну так, приступим. Берем толстый мононит. Отматываем примерно 30 сантиметров. Я думаю, вот этого нам достаточно. Отрезаем. Все убираем. Теперь нам нужен отвод. Что мы с ним делаем? Мы берем его и просто так вот обрезаем. Вот таким его делаем. Потом просовываем мононит это. Теперь нам нужна бусинка. Достаем бусинку. Продеваем. Раз. И еще разочек. Бусинка у нас, конечно, маленькая. Придется вам... Но это идеальный размер для снасти. Опа. Вот так вот. Потом делаем петелечку. Раз. Такая петелечка. Завязываем еще узелок. Обрезаем. Можем оставить маленький хвостик, чтобы потом взять спички и припалим. Потом пододвигаем бусинку. Вот так вот. И вот у нас так получается. Дальше. Дальше нам надо сделать узел примерно где-то 2 сантиметра от отвода. Вот так вот где-то. Берем. Чтобы правильно сделать узел, нам нужна такая штучка. Обычная приколка, или как она называется. Вот так. Раз. И все. 2 сантиметра. Убираем, затягиваем. Берем еще одну бусинку. Раз. Опять же, еще раз. Опа.
раз у нас хорошо. Берем бусинку, подводим до самого узелка. Получается вот так. Она уже никуда не денется. Берем один вертужок. Я использую восьмерочку. И, как по мне, это идеально. Продеваем вертужок. Берем еще одну бусинку. Возьмем ради интереса вот такую. Берем вторую бусинку и подтягиваем до той. То есть фиксируем вот так. У нас получается вот такая штучка. Потом нам надо сделать узелок. Чтобы узелок подвести вплотную до бусинки, мы используем приколку. Я ее так называю. Оп. Все, подвели вплотную, зажали. И немножко раздвинули бусинки до максимума. Получается у нас вот так. Что делаем дальше? У меня есть такая палочка. Теперь 5 сантиметров от ближайшей бусинки нам надо сделать еще один узелок. Берем нашу, ну, примерно, наверное, так и получится. Да, отлично, пойдет. Вот так вот. Берем еще бусинку. И делаем же таким же макаром еще один отвод. Да, конечно, занятие тут утомительное, но это того стоит. Чуть-чуть отрежем. Так, продели. И подвигаем ее до узелка вплотную. Вот так вот. Берем еще один вертужок. И одеваем. Берем бусинку. Так, мы продели. Прислоняем до максимума. Опять делаем узел. Берем нашу приколку. Пододвигаем узелок до максимума. И затягиваем. Потом раздвигаем немножко. Так вот у нас получается. Уже теперь
Теперь мы берем поролон. Вот так он обрезан. Дальше пробиваем дырку. Я тоже приколку использую насквозь. Вот мы пробили насквозь дырку. Дальше берем эту трубочку, что у нас осталось от отвода. Так, здесь здесь есть дырка. Мы берем примерно и продеваем. Вот так вот она у нас выходит. Получается, из-за того, что дырочка там очень-очень маленькая, она туго сидит. Обрезаем. Потом берем клей и чуть-чуть, вообще немножечко прихватываем. Все, этого достаточно. Потом расскажу, для чего это. Берем и одеваем на нашу леску, то есть на наш мононит. Получается вот так вот. Отмеряем опять 5 сантиметров и делаем узел. Так, где наша приколка? Так. Чуть назад. Так, этого, я думаю, достаточно. Дальше берем бусинку опять. Продеваем раз. Так, получилось. Пододвигаем. Берем еще один вертужок. Я думаю, вы уже понимаете систему. Вот он у нас упал уже. Берем еще одну бусинку. Давайте возьмем блестящую. Улетела она у нас, так что возьмем опять беленькую. Да, мононит у нас уже розета. Бусинки маленькие. Оп. Один раз есть. Быстро. И пододвигаем до упора. Узелок. Раз, чуть-чуть раздвинули. Вот такая штучка у нас получается. Смотрите, как. Дальше нам нужно колечко. Я использую маленькие, люблю все маленькое. Потому что, как по мне, это самое лучшее. Есть такое маленькое колечко. Это у нас 4. Конечно, неудобно, но зато, мне кажется, очень и очень эффективно. Продеваем один раз.
продеваем второй раз. Так, пододвигаем его до расстояния примерно 5-6 сантиметров. Опять же используем нашу мерочку. Вот так примерно. Тут может чуть больше, чем 5, тут сантиметров 7, ну, это отлично. И вяжем можно на обычные узлы. Что-то у нас тут, опа, отлично. Узелок образовался. Вообще хорошо. Отличненько. Отлично. Даже еще разок. Вот так. Чуть-чуть. Обрезаем. Обязательно спичками, чтобы образовалась так называемая головка твердая, и оно не могло выскользнуть. Мы обязательно припалим. Вот, заметненько. Потом придавливаем, и оно уже никуда не денется у нас. Это будет, как говорится, не оторвешь. Так, получается у нас такая штука. Дальше мы берем поводочки. Поводочки мы вяжем маленькие. Я сейчас я специально их надо 4, я один не сделал. Сделаю для вас. Как я вяжу, посмотрите. Так, я беру обычный тонкий мононит. Самый тонкий я покупаю, это вроде 0,25, какой есть. Был бы тоньше, я взял еще тоньше, потому что на поводок это идеально. Берем крючочек. Крючочек у нас 8. Это дорогие крючки. Они мне очень нравятся. Но на других снастях у меня другие. Я все равно люблю экспериментировать. Но для этой снасти мы будем использовать вот такие японские крючочки. Жалко, этикеточку я выкинул. Но я их всегда покупаю. Я вяжу обычно. Обматываю 3 круга. 1, 2, 3. Пропускаю. Сейчас заново. Чуть больше. Смотрим. 1, 2, 3. И пропускаем через них. Ах ты. Все. И затягиваем. 1. И делаем это 2 раз. Намочим. 1, 2, 3. Пропускаем типа как 4, но уже не. И пропускаем. Двух раз вполне достаточно. Отлично. Обрезаем. Не забудем припалить. Обязательная процедура. Есть. Так, дальше. Поводочки надо как можно меньше. Примерно 5 сантиметров, это в идеале. Ну, можно и 4, я стараюсь вот так. Раз. Вот так вот у нас получается вот такой поводочек.
Можно чуть-чуть подтянуть его. Обрезаем. Делаем узелочек. Вот так вот. Вот. Обрезаем. Обязательно припалим. Ух ты. Возьмем другую спичку, ничего страшного. Вот у нас такой поводочек. Что делаем дальше? Так, мы выбираем, вот у нас один, второй, третий и четвертый. Мы выбираем самый длинненький, это, наверное, вот этот, и привязываем на конец нашей снасти на петлю. Опускаем узелочек. И вот так вот у нас получается. Один готов. Дальше. Нам нужен ниппель. Одеваем. Я очень давно увлекаюсь рыбалкой, очень, с самого-самого детства, люблю это дело. И намного снастей переловил, и сам, где-то я эту снасть разработал примерно год назад, и начал на нее ловить. Сначала брал ее так, для экспериментов, но потом я начал замечать, что на нее клюет рыба и клюет постоянно, часто. У меня даже были такие случаи, когда я рыбачил на одну удочку, на вот эту снасть, и не успевал закидывать, у меня уже клювало. Она, конечно, такая по-своему немножко снасть, как бы немножко замороченная, но я объясню почему. Но это того стоит. Вот так вот у нас раз, потом одеваем ниппель. Я думаю, все уже поняли. Для чего вот так. Это у нас обычный поводочек. Смотрим, смотрите, как хорошо сидит. Берем следующий. Ниппель примерно 1,5 сантиметра. Это, мне кажется, идеальное расстояние. Надеваем на крючок. Оп. Смотрим. Вот у нас уже и второй, вернее третий поводочек готовый. И остался еще один. Опять же, берем ниппель. Узелок какой-то. Можно попробуем. Так, вот я проделал последний поводочек.
продеваем его в это. И делаем. Так. Потом берем, у меня есть специальные пуфики. Я сам их наделал. Обычный пенополистирол. И одеваем на каждый крючочек, чтобы они нам не мешали и никуда мы их не загнали. Раз. Два. Три. Четыре. Дальше. Дальше мы берем вот такую корзинку. Смотрите, если течение, берите тяжелее. И взял показать, это 20 грамм, потому что меня устраивает, когда я езжу, там течения нет, хотя я езжу на Днепр. Меня устраивает 20 грамм, но есть 40 у меня есть и 80, и, короче, всякие. Смотрите, вот они продаются сеточками. Всегда убирайте эту сеточку, потому что прикормка должна оставаться на дне. То есть, когда мы тянем, происходит рывок, и она отсюда высыпается и закармливает место. То есть, если стоит вот эта штука, мы постоянно ее вытягиваем с кормом. То есть, это неправильно. Я не знаю, зачем их вообще придумали. Так что просто откидываем. Вот, смотрите. У нас тут уже все сделано. Берем. Прицепляем сюда. Вот у нас получается вот такая снасть. Так, давайте я все уберу. Вот, получается у нас вот такая снасть. А теперь я расскажу ее применение. Сюда вы уже поняли, мы забиваем прикормку. Для чего нам это? Когда она намыкает, мы берем, вытаскиваем, прижимаем и начинаем. Есть дозаторы. Вот, например, один я просто взял показать и капаем. То есть смочили ее дозатором, бросили, забили каши, надели приманку и забрасываем. Снасть на самом деле супер. Последний раз я не успевала, она у меня не успевала до дна доходить, и у меня уже клювала. Скажу про некие недостатки ее, потому что 4 крючка устаешь наживлять. Я, в принципе, на этой снасти ловлю на пенотесто или на пуфике, кто как любит, или на, как там еще называют, пенотесто и тесто, пуфики. Вот я ловлю на это. В основном ловлю на ваниль и мед. И в последнее время я без рыбы не уезжаю. Клюет все, как карась, так и короб, и верховодка, и плотва, и красноперка. Очень хорошая снасть, придумал я ее сам. Я не знаю, вот пришла она мне в голову, я решил попробовать, и я удивлен. Так что решил поделиться, хотя долго ни с кем не делился, потому что как бы ловишь да ловишь. Я думаю, на канале выйдет видео, как мы на нее ловим, это обязательно. Я хочу вам доказать, что на нее клюет. Так что подписывайтесь, следите за нашими видео. Я думаю, скоро мы выпустим ролик, как эта снасть работает. Видели, как ее делать, и сделайте ее сами. Но кто не хочет или не может ее сделать, вы можете заказать ее у нас. Стоимость такой снасти 120 гривен. Мы вам вышлем. И новой почты, деливери, Укрпоштой, как вам угодно. Вот, как-то так. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. До скорых встреч. Check the mic and make sure it sound right, boys.